Кошелек Card имеет 6 кармашков для визиток и карт, 2 кармашка под бумажные купюры, застежка на 2 магнитные кнопочки. Шьется такой кошелек очень просто, я думаю, с этим справится даже новичок. И на задней панели нашего кошелька монетница на молнии, достаточно вместительная. Количество затраченного материала и фурнитуры я оставлю в описании, забегайте. Хочу сделать акцент на том, что кошелек вышел очень бюджетным. Начнем с выкройки внешнего кроя. Он состоит из 2 деталей. Это на тот случай, если вы захотите клапан сделать из другого материала. Я решила сделать внешнюю деталь цельнокроенной. Если вы захотите сделать так же, просто совмещаете выкройку по центральной метке по буковке А и соединяете это все скотчем. У вас получается цельная выкройка. На клапане у нас есть декоративная вырезка в виде бриллианта, дорогущего бриллианта. Подложку под бриллиантик я взяла вот с такого розового мрамора. Здесь вы просто вырезаете по шаблончику, и мы его потом будем настрачивать на основную деталь. Также к внешней детали у нас относится подклад. Подклад под монетницу. Он у нас цельнокроенный с уже отмеченной рамочкой. Переходим на внутренние детали. У нас здесь идет клапан. Клапан можно также сделать из искусственной кожи, можно из подкладочной. Подкладочную я продублировала, потому что она у меня была слишком тоненькая. Это дюспо. Затем подклад, где у нас будут находиться кармашки. Средняя отметка К указывает на то, что это шов соединения клапана с подкладом. Также для основного подклада у нас есть усилитель среднего перегиба. Он кроется из искусственной кожи, так же, как и все кармашки. Кармашки у нас с одной стороны и с другой имеют разную высоту, так как одни имеют функцию для визиток, а вторые для бумажных купюр. Для визиток у нас 3 детали, для бумажных купюр у нас 2 детали. Мраморной искусственной кожи мне немножко не хватило, и поэтому мне пришлось дополнить ее фиолетовой искусственной кожей. Она немножко другого качества и чуть потоньше. Но в общий вид кошелька вписалась неплохо. Займемся огранкой нашего бриллианта. Основу бриллианта мы уже вырезали. Теперь нам нужно указать на основной детали, куда мы будем устанавливать нашу подложку. Переносим с выкройки все острые углы на основу нашего кошелька. Это вы можете сделать как с помощью иголочки, так и с помощью карандашика. Теперь устанавливаем нашу подложку с бриллиантом и фиксируем ее в неподвижном состоянии, что можно сделать с помощью клея момента, либо с помощью двухстороннего скотча. Если вы пользуетесь двусторонним скотчем, то избегайте тех мест, где у вас будет проходить строчка притачивания бриллиантика, чтобы игла не завязла в клеевой основе. Ну а если нет двухстороннего, то можно воспользоваться обычным малярным скотчем. Теперь нам нужно дать закрепочную строчку по всему периметру нашего бриллиантика, а затем по мостикам. Строчку я буду делать обычной стандартной лапкой, поэтому масло мне здесь поможет. Я смазываю искусственную кожу поверху маслицем и без проблем даю строчку. Кстати, ткань показала себя очень хорошо. Это та самая искусственная кожа, которую я заказывала на AliExpress, за которую очень сильно переживала, что она будет плохого качества. Если бы на AliExpress торговали большими кусками такой искусственной кожи, мне кажется, я скупила бы весь Китай. Она просто идеальна для меня. В описании оставлю ссылочку на ролик, где я распаковывала ткани из AliExpress. Обязательно посмотрите, не пожалеете. А после того, как мы сделали отделочную строчку, нам нужно хвостики ниточек вывести на изнаночную сторону, завязать их в крепкие узелочки и немножко подрезать, но не под корень. После чего продолжаем делать отделочные строчки. Я их делаю прерывистыми для того, чтобы не было закрепок. Закрепки на лицевой стороне кошелька будут смотреться не очень эстетично, поэтому я просто заканчиваю строчку, а узелочки уже вывожу наизнанку. Искусственную кожу я еще пока не дублировала, и мостики очень тоненькие и достаточно хорошо тянутся. Чтобы не было защипов, я помогаю себе каким-нибудь инструментом. В данном случае это карандаш.
В следующем будет иголочка. В общем, подталкиваем кожу под лапку машины, чтобы она не растягивалась. Затем все по той же схеме. Выводим хвостики на изнаночную сторону, перевязываем и отрезаем. Так мы будем делать со всеми мостиками. Вот такая красота у нас получается. Теперь мы можем приступить к уплотнению. Уплотнитель у меня войлочная бандов 3 мм, как и обычно. Но уплотняем мы только клапан и лицевую сторону нашего кошелька. Там, где у нас кармашек, мы ее уплотнять не будем. Затем все по той же схеме сверху перекрываем клеевой. И получается у нас вот такой замечательный пирожок. Теперь можно приступить к обработке заднего кармана. У нас есть подклад. На подкладе мы обязательно рисуем нашу рамочку. Подклад у нас цельнокроенный с перегибом, а то есть будет меньше проблем в обработке. Теперь совмещаем наши рамочки на основной детали и на подкладе. Большой припуск у подклада должен отпускаться в сторону клапана. Совмещаем и фиксируем. И теперь даем строчку со стороны основной детали по контуру нашей рамочки. Ширину стежка установила 2,5 мм. После чего можно разрезать нашу рамочку посередине. И обязательно уходим на уголочки, не доходя до строчки 1 мм. В общем, как обычно, что мы делаем в обработке кармана на молнии. Затем выворачиваем наш подклад на изнаночную сторону. Можно приутюжить со стороны подклада, чтобы сформировать нашу рамку. Молния. Вставляем бегунок, если у вас молния метражом, посередине, чтобы два края у молнии были закрыты. По данной выкройке вам понадобится 19 сантиметров молнии. Клеим двухсторонний скотч с одной и с другой стороны. Но учитывайте тот факт, что вы будете ее пришивать, и вам нужно установить скотч как можно ближе к краю, чтобы строчка не попала в клеевую. И убедитесь, что вы правильно устанавливаете молнию, так как молния должна открываться слева направо. Первую строчку на кармане мы будем делать нижнюю, поэтому на молнии у двухстороннего скотча убираем защитную пленку с нижней стороны и приклеиваем к ней нашу рамочку. Даем строчку либо на 0,1, либо на 0,3 мм. Тут уже смотрите сами, как вам будет удобно. Не забудьте подклад кармана раскинуть в разные стороны. Заметьте, что строчку даю лапкой для втачивания молний. Мне ей было намного удобнее делать строчку, так как я хотела сделать ее как можно ближе к зубчикам молнии. С противоположной стороны поступаем примерно по такой же схеме. Убираем защитную пленку, приклеиваем нашу рамочку и даем строчку. Но здесь строчку даем уже по 3 сторонам, одновременно закрепляя боковые припуски на молнии. Далее соединение подклада. Мы укладываем его вниз и делаем закрепочную строчку по 3 сторонам. Ну вот, история с карманом закончена. Вполне объемный и неплохой карманчик получился. Если подобрать подклад в цвет, то вообще было бы идеально. Теперь уже закончим с внешней деталью. Здесь у нас остались магнитные кнопки. Нам нужно их установить. По выкройке отмечаем, где они должны быть. И, как обычно, устанавливаем магнитные кнопочки. У меня кнопочки небольшие, 1,5 см в диаметре. Меня они вполне устраивают. Также устанавливаем магнитные кнопки на подклад клапана. Но так как у меня подклад тоненький, мне придется уплотнить место, где у меня будут стоять магнитные кнопки. Это я сделаю с помощью кусочков того же бандона клеевой в 3 мм.
Ну, приступим к обработке нашего подклада. Здесь нам нужно по выкройке установить средний усилитель. Мы его просто настрачиваем на 1 мм от среза с одной и с другой стороны. Усилитель у нас находится не посередине, так как у нас разные стороны, он имеет свое место в подкладе нашего кошелька. Также хочу сказать о мраморной ткани. Это тоже искусственная кожа, которую я заказывала на Алиэкспресс. И она тоже неплоха. Как поведет она себя в изделии, в носке, я еще пока не знаю, но обязательно напишу. А мы наконец-то приступаем к обработке наших кармашков. Они у меня продублированы особым способом. Большие карманы, то есть те, которые внизу, я уплотнила их клеевой навязью, но в припуске клеевую не впускала. Такое уплотнение только у 2 кармашков, которые большие. Все же остальные кармашки я просто усилила верхний изгиб этих карманов полоской в 1,5 см шириной. Но в припуске ее также не впускала. Теперь нам нужно обработать эти кармашки по верху. Загибаем припуск в 1 см и делаем строчку. Здесь как вам нравится. Так как припуск 1 см, вы можете строчку дать как 0,1, как 0,3, так и 0,5. Смотрите на ваше усмотрение. Мне очень нравится строчка 0,3 мм на искусственной коже, поэтому я все кармашки обрабатываю именно так. Теперь давайте распределим наши кармашки, где они должны находиться. 2 кармана для бумажных купюр у нас находятся со стороны клапана. Для визиток с противоположной стороны у нас их 3. Теперь приступим к настрачиванию наших кармашков. Устанавливаем от середины к наметкам и строчим только по донышку на 0,5 мм от среза кармана. Второй кармашек для бумажных купюр я буду настрачивать с изнаночной стороны. Укладываю к наметке и делаю строчку на 1 см от среза кармашка. После чего отворачиваем на лицевую сторону и даем закрепочные строчки по верху, также закрепляя этой же строчкой боковые. Все это делаем за одну операцию. Принцип установки кармашек для визиток точно такой же. Устанавливаем к насечкам и даем строчку по донышку на 0,5 мм от среза этого кармашка. После чего устанавливаем второй последующий кармашек. Устанавливаем боковые срезики этого кармана в стык с предыдущим. И также делаем строчку на 0,5 мм от среза. А вот большой финальный карман мы просто укладываем в стык и делаем закрепочную строчку по 3 сторонам, с 2 сторон боковых, по низу и с противоположной стороны. Если у вас возникают какие-то вопросы по крою кошелька карт-холдера, и вы хотите внимательно в это углубиться, то, пожалуйста, можете посмотреть ролик, где я разбирала кошелек фабричный, кошелек карт-холдер, и где я его шила. Ссылочки на ролики я оставлю в описании. Дальше по карманам для визиток мы делаем среднюю закрепку. Желательно сделать это двойной строчкой туда и обратно. Таким образом мы разделяем наш большой карман на 2 равные части. Что же дальше? А дальше нам нужно соединить эту основную часть подклада с подкладом клапана. Но в этот момент не забудьте о том, через что вы будете выворачивать кошелек. А мы его будем выворачивать. На этом этапе обработки мы оставляем отверстие посередине, а то есть по бокам мы должны застрочить около 2 см с одной стороны и 2 см с другой стороны. Ну и, конечно, не забывайте делать хорошие закрепки, так как натяжение в этом месте будет сильное, когда мы будем выворачивать весь кошелек. Ну вот, теперь нам нужно соединить подклад и основную деталь вместе. Для этого складываем лицевой стороной друг к другу эти детали
И даем строчку по всему периметру нашего кошелька со стороны основной детали, так как у нас здесь виден уплотнитель. И с этой стороны нам будет проще управлять ровностью нашей строчки. Срезаем все уголочки, чтобы у нас не было лишней толщины. И смело можно выворачивать. Выворачивается, конечно, туговато. У нас здесь уплотнители. Именно для этого мы и делали хорошие закрепки по бокам отверстия. Честно сказать, каждый раз, когда я выворачиваю изделие, у меня возникает страх, что у меня лопнет какая-нибудь строчка или что-то пойдет не так. Собственно говоря, выбор у нас небольшой. Либо мы выворачиваем изделие, либо не выворачиваем. Ну и, конечно, чтобы реанимировать наше изделие после такой жесткой процедуры, мы должны его отутюжить, то есть придать влажной тепловой обработке. Об этом у меня был предыдущий ролик, кому интересно, обязательно посмотрите. Ну а на этом обработка нашего кошелька заканчивается. Ой, нет, мы совсем забыли про отверстие, которое нужно закрыть ручными стежками. И закрываем отверстие ручными стежками, подбирая нитки в цвет ткани. И для удобства носки, кстати, можно было добавить шлевочку с полукольцом и ремешком, чтобы удобно было носить на руке. Кому понравился кошелечек, ставьте пальчики вверх, кому не понравился, ставьте пальчики вниз. Вся дополнительная информация будет в описании к этому ролику. А у меня на сегодня все. Всех люблю, целую, всем пока. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like